Итак, всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале о вязании. Сегодня понедельник, 3 мая. Я начинаю новый влог. Сейчас покажу вам, расскажу, что я делала. Сделала за выходные. Я думаю, что... Хотя, что тут планировать? Не знаю, какие влоги будут, какие будут, такие будут. Значит, что я сделала за выходные? Так, свет дополнительно я не ставила. Я надеюсь, что будет достаточно света. Эту малышку, зайчишку я показывала в конце прошлого влога, апельсинка, по-моему, да? Да, по-моему, в конце прошлого влога. Значит, вот такой вот зайчик у меня. И 2 опоссума я сделала. Вот такие малыши получились. Очень мне нравится. Как-то меня... Что-то меняется во мне. Вот. Делала их с таким просто невероятным удовольствием. Прям кайфанула. Хорошенькие они получились. Прям вот лучше и не может быть, наверное. Ну, лучше всегда есть к чему стремиться, но мне эти опоссумы очень сильно нравятся. Они немножко разные. Конечно, я схему поменяла. Значит, у этого опоссума голова на 1 ряд меньше и тело на 1 ряд меньше. То есть он получился чуть-чуть поменьше. У этого опоссума голова на ряд больше. И вообще я этих опоссумов вязала немножко по другой схеме, которую я делала. Схемы нет в доступе где-то. Платные мастер-классы я сейчас не собираюсь делать, как и бесплатные, в принципе. Значит, я тут мордочку тоже делала чуть-чуть короче. Прошлые мои опоссумы были с более длинной мордочкой, сейчас чуть короче. И ротики у них появились. Вот такие вот ротики. Хвостики на проволочном каркасе. Вот такие вот малыши. Значит, по поводу платных и бесплатных мастер-классов, так как я сейчас меняю свое понимание, то, чем я хочу в дальнейшем заниматься, как я этим хочу заниматься. И в прошлом влоге я говорила про мотивацию. Я сейчас смотрю один профиль в Инстаграме, пересматриваю все эфиры и понимаю, что этот человек именно то, что мне нужно было. Почему? Потому что Ирина занимается тем же, чем занимаюсь я. То есть она создает физический товар, и она его продает. И еще вот она сейчас, какой получается, почти 2 года в августе будет, она обучает других девочек, кто хочет продавать, обучает, как это делать. И, конечно, учиться нужно у тех, кто действительно понимает, что делать. Вот эти я училась у той девушки первоначально, то есть кому я пошла, это к тому человеку, у которого были товары, и он параллельно просто рассказывал, как он продает. То есть такое обучение очень важно. Те девушки, которые меня смотрят, например... Так, меня Танюшка немножко отвлекла. Не успела с утра все сделать, снять влог, и сегодня нужно было готовые работы сделать, снять. Не успеваю немножко. Слишком много я на себя взвалила, хочется много чего успеть сделать, поэтому как-то пока не могу войти в новую колею жизни своей. Так вот, те, кто меня смотрит, я уверена, что не все и даже не 90% находятся, даже не 10%, находятся в той же позиции, что и я. Во-первых, не все вяжут игрушки. Во-вторых, не все хотят их продавать. В-третьих, даже игрушки мы вяжем по-разному, даже если вы хотите продавать. На какую целевую аудиторию вы нацелены, тоже мы по-разному. И, соответственно, те мысли, которые возникают у меня на себя, когда вы меня смотрите, ну, возможно, не совсем правильно перекладывать на 100%. Вы можете взять какую-то информацию, но прям повторять мои действия не факт, что у вас получится. Я об этом уже говорила и буду повторять, что даже если вы пройдете все мои шаги, которые я делала, нет уверенности, что у вас получится точно так же, как и у меня. Вот. И
К чему я это? К тому, что если вы вдруг пошли смотреть Ирину, и она вам не понравилась, это не моя проблема, не моя ошибка, просто, ну, мы разные люди, нам нравятся разные люди. Вот, поэтому я сейчас меняюсь. Во-первых, я и вот занялась в этом году и собой очень активно. Сейчас я хочу еще один навык в себе развивать. То есть так, меня отвлекают. Сейчас я быстренько закончу, потому что чувствую, что не дадут досказать до конца. Спокойно поговорить про это, вернее, не дадут. Значит, я в себе вот привычку спорта, я надеюсь, что в себе уже развила, потому что с 1 марта я не пропустила ни одной тренировки, 3 раза в неделю я занимаюсь, и вот пока что получается у меня заниматься 3 раза в неделю. Сейчас мне нужно еще один навык в себе развить, пока не буду говорить, потому что мне кажется, что если я это произнесу вслух, то быстренько сдуюсь. А на это мне тоже нужно минимум 3 часа в неделю. Соответственно, понедельник, среда, пятница у меня будет спорт, вторник, четверг и суббота я буду уделять на другой свой навык, который мне нужен. Я понимаю, что он очень мне сейчас нужен, и нельзя его отбрасывать в долгий ящик. В общем, нужно заниматься здесь и сейчас. Соответственно, на вязание у меня, конечно, времени остается меньше, чем хотелось бы. Но меня это сейчас не расстраивает, потому что так как я меняю свое понимание, что я делаю и для чего я делаю, соответственно, у меня сейчас идет опять смена моих приоритетов. Когда-то, получается, в 2017 году я решила, что буду пробовать заниматься игрушками, и вот тогда у меня было, наверное, из таких последних скачков, да, первая смена приоритетов. То есть до этого я вязала какие-то изделия большие, и потом перешла на игрушки. Это, конечно, сказывается на целевой аудитории, на тех, кто меня за мной следит, за мной смотрит, у меня застопорилось на тот момент мое развитие канала. Потом я его немножко так восстановила, скажем, за счет бесплатных мастер-классов я это сделала. И сейчас у меня тоже идет смена понятий, чем я хочу заниматься. В ближайшие, не знаю, ну там пару лет точно, а если подальше смотреть, 5 лет, возможно, даже 10 лет, я не хочу продавать мастер-классы. Мне не нравится это делать, мне не нравится их создавать. С моей точки зрения, я не хочу никому в укор это сказать. Услышьте меня, пожалуйста. Это сейчас я говорю про себя. Мне кажется, что сейчас рынок мастер-классов просто настолько перенасыщен, что дальше, чем больше людей туда приходят, тем тяжелее им это делать. А, соответственно, так как я раньше, не занималась, там у меня какие-то есть мастер-классы, но я в них ничего не вкладывала, прям, чтобы их развивать и на этом зарабатывать. Соответственно, мне в этот большой океан будет прийти очень сложно. Если я придумаю, что я смогу сделать такое, чтобы выделиться в этом... какая-то книга есть «Голубой океан» или что-то... Кстати, я ее не читала, но суть в том, что есть огромный рынок чего-то. И если ты хочешь в этом добиться успеха, нужно найти какое-то такое... что-то такое, что тебя будет выделять от всех остальных конкурентов. Сейчас все, кто начинает вязать, не все, ладно, не все, очень многие, кто начинает вязать, они идут в мастер-классы, потому что мастер-классы продаются, на этом зарабатывают деньги хорошие, на этом можно зарабатывать очень много денег, потому что здесь ресурс не ограничен. Чем больше ты вкладываешься в рекламу, чем больше ты делаешь мастер-классов, тем больше у тебя продажи. И чем ты это активнее делаешь, да, вот та же самая реклама, тем больше у тебя доход. С физическими товарами немножко по-другому. Тут либо ты повышаешь цену, но у цены тоже есть лимиты, да, таких вот малявок, как я делаю, у них тоже есть лимит. Я не смогу их продавать, вот, например, этих опоссумов за $100, за $150, за $200. Никто у меня это покупать не будет за такую цену. И есть еще ресурс, сколько игрушек я могу делать в месяц. То есть у меня 2 руки, нанимать я никого не хочу, и пока в таком статусе, в котором я нахожусь, я не могу. Это нужно переходить в ИП открывать, да.
ремесленникам нельзя нанимать кого-то себе, там может быть ученик, но ученик якобы продавать не может. Ну, в общем, это все у России одна политика правовая и налогообложение, у Беларуси другая, там в Евросоюзе третья. В общем, не будем про это разговаривать. Суть в том, что мне пока что я хочу заниматься игрушками, и мне нужно... Я нашла свою слабую точку. Я умею делать игрушки, я умею делать их хорошо, и я умею их делать достаточно быстро. Быстро и качественно. То есть, если раньше я старалась сделать быстро, но они мне не получались по итогу, то есть не совсем, не на все 100%, сейчас на 99% каждая игрушка, которую я создаю, она мне нравится. И поэтому я пришла вот к такой границе, что я умею делать быстро, качественно, цены вроде бы повысила, дальше уже, ну, тяжело мне, то есть тут пружинка натянулась, я не могу больше цену поставить, и мне нужно научиться продавать, мне нужно найти свою целевую аудиторию, то есть у меня есть целевая аудитория, я ее приблизительно понимаю, но до конца не понимаю. И вот я сейчас иду учиться этому, как продавать. Вот. К чему я это все рассказывала? Ну, мне нужно было просто кому-то высказаться. И еще я закончила вот такого вот медвежонка. Он светится в темноте. Не знаю, будет там вам видно или нет. Ну, наверное. Не, наверное, камера не передаст, потому что с улицы свет идет. В общем, зелененький мишка. Вот вам, пожалуйста, пример, что я умею делать достаточно быстро, хотя этот мишка делался дольше. Сейчас объясню почему. Потому что, посмотрите, размеры. Размеры у этих игрушек разные. Потому что мишка связан из ниточки, которая в 2 раза тоньше, чем у зайчика. Зайчик связан из мулине крючком 0,45, мишка связан из ниточки гутермана, которая светится в темноте, и связан крючком 0,4 Tulip Rose. Я раньше 0,3 вязала, но что-то мне захотелось крючком 0,4 связать. Вот, значит, ну, в принципе, мишка как мишка. Таких я делала целую. Ну, именно таких не так уж много, но, в принципе, вот такой вот малыш. И еще к нему в компанию будет точно такой же, но розовый. То есть здесь я не знаю, как вам видно, лапки белые, а потом в зеленый переходит мордочка. Зеленая. Единственное, что я не вышивала пяточки. Вот и пальчики. Вот такой вот малыш. Мне нравится, как он получился, очень аккуратно. Я прям им довольна на все 100%. Ну, то есть здесь я вообще нет. Все равно 99%. Все-таки я думаю, что нужно было вышить пяточки. Вот, хотя бы белым цветом. Или взять, у меня там персиковый есть, вышить. Хотя это же дело поправимое. Может быть, и вышью ему пяточки. Вот такой вот малыш. Так, значит, что у меня по планам? По планам у меня здесь вяжется сова. Я увидела одну картинку интересную, красивую в интернете. Там был рисунок фиолетовая сова. И мне захотелось именно в таком фиолетовом цвете с желтыми глазками сделать совушку. То есть вот у меня уже голова, тело связаны, крылья связаны, хвост и одна лапка. Останется еще одна лапка. Вот у меня тут уже высох клюв. Сейчас покажу его. Вот. Клюв сделан из полимерной глины. Ну, я думаю, что завтра я вам уже покажу готовый результат.
И еще я буду вязать дракона. Значит, я думала связать розового дракона с зелененькими крылышками. У меня есть красивое сочетание, которое случайно вышло. Я вязала зеленого дракона, вязала розового дракона. И когда эти цвета лежали вместе, я поняла, что хочу создать именно розового дракона с зелеными крыльями. Но вчера, когда сидела, выбирала цвета, что-то мне захотелось изумрудного дракона. Когда-то я вязала уже изумрудного, и там цвета немножко отличались, и казалось, что он вообще связан из одного цвета. Я подобрала вот такой фиолетовый, но потом посмотрела сочетание, потому что мне хотелось что-то другое сделать. И я вспомнила про ниточки Люрикс Мулине. И я хочу сделать вот такое вот сочетание дракона. Значит, будет изумрудный дракон и золотые будут крылья. Ну, освещение такое себе. Что ж поделаешь. Мне лениво доставать лампу. И тоже про YouTube, да. Тоже мне его, по сути, в принципе, не хочется дальше его развивать, поэтому сюда я вкладываться, делать какие-то бесплатные мастер-классы для того, чтобы он раскручивался, нет смысла, потому что я поняла, что YouTube мне дохода не приносит. Там какие-то совсем, ну, знаете, когда 20-30 долларов в месяц приходят с YouTube, это... Для меня это... Я больше сюда времени трачу, чем отсюда получаю. То есть я трачу время, и единственное, что меня здесь еще удерживает, это то, что есть обратная связь. Девочки меня поддерживают, они мне что-то советуют, за что вам огромное спасибо. Вот благодаря вам, и, кстати, на прошлой неделе, вот пятница, суббота и четверг, наверное, была какая-то достаточно большая активность на YouTube, в том плане, что я получала намного больше комментариев, чем до этого, и я такая прям вдохновилась, думаю, так, надо что-нибудь еще выпустить интересненькое для того, чтобы вам было что посмотреть, что послушать, что-то узнать. Вот, это единственное, что меня сейчас на YouTube держит. Больше здесь... Как доход я его больше не рассматриваю. Я тоже решила себе признаться в этом. Хватит себя обманывать. Но не пошло у меня на YouTube. Я не заинтересована здесь развиваться для того, чтобы его монетизировать. Вот. Поэтому... Буду рассказывать вам дальше, что да как. Кстати, в среду я иду на бесплатный марафон креативных сториз, тоже к девочкам, вот, которым иду обучаться по продажам. Будем смотреть, как у меня раскручивается Инстаграм, как будет дальше развиваться мое творчество. Я думаю, что потихоньку все будет получаться. Если вы хотите что-то делать, чтобы у вас что-то получалось, нужно что-то делать. То есть без работы здесь ничего не сделаешь. И когда это я в пятницу, по-моему, сидела, значит, связала там игрушку. Сейчас, секундочку, еще задержу внимание на сегодня и пойду работать. Значит, сижу в пятницу, уже было около 9 часов, то есть детки уже помылись, я их отправила чистить зубы и думаю, так, нужно сделать пост в Фейсбуке, нужно сделать пост в Pinterest, нужно изменить пару фотографий в товарах на Etsy и что-то я еще. Нет. Нужно было обработать фотографию и сделать видео для поста на Facebook. То есть, в принципе, что мне нужно было сделать? Обработать фото, сделать видео, загрузить это на Facebook, поменять фотографии на эти и сделать пин в Pinterest. Казалось бы, ну что тут потыкать в телефоне там пару клавиш, да, то есть не нужно было фотографировать, выходить, да, не нужно было освещение ставить. То есть это у меня уже было заранее сделано. И вот я села делать вот эти, как темно становится, делать эти 5 пунктов, и они у меня заняли больше 40 минут. И я понимаю, что это огромный кусок времени, и мои глаза устали, и я после этого думаю, но это реально работа.
Я к этому до этого, до знакомства с Ириной относилась там 5-10 минут какого-то внимания уделить своим соцсетям, но это не 5-10 минут, и это не просто уделить внимание, это работа. Это заняло у меня 40 минут, чуть больше там. Поэтому и после этого у меня пришла продажа на следующий день. То есть я вечером сделала, и на утро я уже проснулась, и я понимала, что мне вот нужно будет делать такую-то игрушку. Если бы я этого не сделала, у меня не было бы выхлопа. Поэтому, если вы хотите продавать, то нужно что-то делать. Не просто вязать и складывать в шкаф, нужно что-то делать еще другое. Все, пойду работать, а то у меня много чего, каких планов, а я сижу, болтаю. До завтра. Итак, сегодня вторник я решила немножко выйти лицом в эфир, потому что буду сейчас снимать видео о готовых работах. Вот у меня блокнотик. Решила повернуться наоборот. Раньше я ставила камеру на рабочий стол и снимала полочку там, где у меня все инструменты, вся пряжа, там, ну, в общем, все. Все, что вы видели раньше в видео. А сейчас я повернула наоборот на рабочий стол. Вот так вот. Тут такой немножко бардачок. Но это творческий беспорядок. Так, значит, буду снимать видео о готовых работах, но покажу вам, что я вчера закончила. Я очень хорошо вчера поработала и закончила 2 игрушки. Конечно, видно вам будет не очень хорошо их, но я, может, покажу потом поближе. Так, значит, вот такая вот совушка. Очень, смотрите, какая бусечка классная получилась. Сейчас бочком ее поверну задом. Рисунок черный, перышки. На крылышках тоже перышки есть. Такие вот глазеные. Клювик мне вообще, я обалдею от этого клювика. Классная получилась. Это мне нравится больше, чем предыдущая. И второго, кого я сделала, я довязала мишку. И тут снова случилось необычное. Вот такая малышка получилась. Вот. Это из ниточки Гутерман крючком 0,4 Tulip Rose. Почему я говорю, каким крючком? Потому что обычный тюлип, который с пластмассовой ручкой, ой, не с, да, с пластмассовой ручкой 0,35 и вот 0,4 Tulip Rose, они очень похожи. Там можно сказать, что они одинакового размера. Но Tulip Rose на какие-то там доли тысячные, может, чуть больше. Так, смотрите, она получилась меньше. Еще меньше, чем вот этот зелененький, которого я показывала. Получился такой мальчик и девочка. Я не знаю, как так вышло. Вообще не без понятия. Одна и та же схема, но игрушки разные получились. Вот. Так, значит, это по малышам. Но это, в принципе, сейчас же май уже идет. Поэтому об этих готовых работах я буду рассказывать вам уже через месяц. Сейчас буду снимать готовые работы. Быстренько сниму, потому что я сегодня иду к стоматологу. И чтобы время немножко занять, как раз через час у меня прием к стоматологу, я решила быстренько снять видео. Там, в принципе, долго не о чем рассказывать, наверное. Не знаю, как попрет. Всегда как попрет. И буду довязывать свой джемперочек. Из Alize Silk. Забыла, как называется. Которая толстенькая ниточка, микрофибра. Вот, мне остался тут один рукав довязать, второй рукав довязан. Я даже вчера запрятала все кончики, то есть останется только один. И у меня по пряже остается это вот то, что от тела осталось, это то, что от одного рукава и второй рукав. И я думаю, что мне хватит на одну шапочку, она как раз будет такая, хочу сделать двойную на ушках и одинарную, ну, на самой голове и, ну, в смысле, на макушке. И хочу, наверное, украсить стразами. И это будет шапочка для старшей дочки на вот такую погоду, когда на улице градусов 10. 5-10, вот так вот. Не, наверное, 5, 7, 10. 5 холодновато все-таки для этой шапочки будет.
Вот, так что буду сейчас довязывать рукав. Я думаю, что я сегодня закончу, и потом полотно очень корявое получается. Не знаю, насколько будет видно на камере. Ну, то есть тут петли вообще прыгают, как не знаю что. Поэтому я хочу засунуть в стиралку для того, чтобы она там хорошенько поболтала, порастягивала это все. Я даже не буду складывать в мешочек. Я обычно кофты, которые вязаны, складываю в такой сеточку и стираю в сеточке. В этот раз я не буду вкладывать, потому что посмотрю, как оно растянется. Может, нужно будет потом укоротить. Вот. Хотя размер вот сейчас мне бы хотелось, чтобы немножко вытянулось, потому что и тело такое... ну вот на грани. Хотелось бы, может, на пару сантиметров длиннее. И рукава тоже, они прям заканчиваются вот возле косточек. Мне хотелось бы, чтобы они были чуть длиннее, потому что резинка, чтобы вот здесь вот оставалась. И тут немножко собрано было. Мне не нравится, что когда мы вытягиваем руки, либо еще что-то делаем, то есть, ну вот, или к себе прижимаем руки, оно подпрыгивает. Поэтому я бы хотела, чтобы рукава были чуть-чуть подлиннее. Вот. В общем, вот такие дела по планам. Что у меня по планам? Я достала вот золотой цвет и вот такой изумрудный. Это будет дракоша. Буду вязать дракошу. И... Ой-ой-ой, извиняюсь. Буду вязать дракошу и буду вязать, наверное, гномиков. Пока что прям по планам, что делать, нет никаких планов. Вот, заказы я все сделала. Ну, следующие девочки, вот кто будет из бартера. Там, кстати, одна девушка меня пожалела и сказала, что ее вычеркнуть из бартера, что я вот так вот там, себя нагрузила. Я всех, кто в бартере остались, там немного человек. Вот я этого дракошу свяжу. И там, наверное, человек 7 или 8 осталось. То есть это немного, если вот сейчас заказов не будет, а я не хочу брать новые заказы до учебы. И, наверное, во время учебы сделаю себе такой небольшой отпуск. Хочу сейчас окунуться в учебу, чтобы хорошенько проработать те моменты, которые у меня слабые. И я продолжаю смотреть эфиры Ирины и понимаю, что я на 90% уверена, что всю информацию, которую будут они давать, я ее знаю, потому что я много курсов проходила, бесплатных, платных, где-то видео смотрела, попадались, да, где-то в Инстаграме. В общем, ну, где-то читала какие-то статьи, в чатах разных я сижу, там тоже информацию иногда интересную скидывают. И я по крупицам понимаю, что я эту информацию знаю. Все, что они говорят, и по хэштегам, и по этим, и по ЦА, и по стоимости, и по таргету. В общем, я это все знаю, но я не умею это применять. И я иду на эту учебу для того, чтобы меня научили анализировать. То есть я не умею работать со статистикой. Для меня это... Я как бы приблизительно понимаю как, но мне надо, чтобы люди, которые понимают это, которые с этим работают, особенно люди, которые с экономическим образованием, для того, чтобы они собрали вот эти вот все мои знания в кучу и показали, как их нужно применять. То есть я теорию знаю, но у меня нет практики. Я не понимаю, как это применять, поэтому иду на курс. Я думаю, что все получится, и девочки научат для того, чтобы я более целенаправленно делала свои действия. То есть не так, что давайте попробуем так, посмотрим, что будет, а чтобы давайте сделаем так, посмотрим, что будет, и решим, будем ли мы так делать дальше. То есть мне нужно вот это вот еще дополнительная часть, нужно ли это продолжать делать или попробовать еще раз, либо поменять что-то. Ну, то есть вот это вот мне надо. Так, значит, все. Буду снимать видео о готовых работах и увидимся с вами завтра. Итак, сегодня среда. Сейчас я вам покажу то, что показывала вчера. А что я вам показывала вчера? Показывала совушку, наверное, да? Так, что-то я, конечно, себе много всего запланировала и как-то не ожидала, что вообще... А время-то не резиновое, не совсем успеваю то, что хотелось бы делать.
Поэтому да. Ладненько. Так как заказов в принципе нет, будем брать оттуда время пока что. Значит, пока не забыла, значит, по поводу бартера. У меня снова не могу найти одного человека. У меня записано как Людмила Карлыханова, наверное. Не могу найти этот профиль, либо я записала непонятно, то ли с YouTube, то ли мне, ну, в Инстаграме я этого человека найти не могу. Поэтому, Людмила, если вы смотрите, напишите, пожалуйста, потому что я пропустила вашу очередь. И, ну, то есть, если вы отпишетесь, то тогда бартер будет в силе. Если не отпишетесь, то, ну, значит, не будет бартера. Потому что некоторые пока что отказались, сказали до лучших времен. Ну, как бы ладно. В общем, сейчас покажу вам совушку поближе, потому что вчера сдали, не очень хорошо было, наверное, видно. Хотя, может, и хорошо. Вот такая она. Бусечка. Эта совушка поедет по бартеру. В принципе, у меня практически все игрушки, которые я вам показывала в последнее время, они по бартеру отправляются. И вот такой дракоша у меня получился. Я говорила, что буду сочетать изумрудный цвет с золотым люрексом. Дракоша связан по мастер-классу Nancy Oops. Вот такой он хорошенький получился. Люрекс потрясающе просто смотрится. Невероятное сочетание. Мне понравилось такое сочетание. И, конечно, хочется его использовать для предоставления как... чтобы его выбирали в качестве заказов, если они будут. Что-то я начала сомневаться. Ладно, хотела отпуск получила. Чё ною? Значит, что у меня по планам? По планам я буду экспериментировать. Достала ниточки. Хочу попробовать связать ленивца по мастер-классу Nancy Oops, только буду вязать из мулине. Посмотрим, как я справлюсь там с коготками. Скорее всего, буду лепить их с полимерной глиной, но это все настолько маленькое, миниатюрное. Посмотрим, что у меня из этого выйдет. Значит, что у меня еще? Еще, как я сказала, вот та привычка, которую я хочу развить у себя, поставила с этого месяца. Я не думала, что будет занимать столько времени. Я думала, что у меня будет уходить 3 часа в неделю, то есть по часу во вторник, четверг и субботу. Но вот вчера я то, что себе запланировала, то, что мне нужно было сделать, это обучение. Значит, я только просмотрела материалы за час, и домашнее задание я не успела выполнить. То есть, либо мне нужно это как-то разбивать, двигаться, ну, сколько успел, столько и успел, да, и на следующий день, наверное, все-таки я так и буду делать. То есть, час у меня будет уходить вот во вторник, а завтра, например, я уже углублюсь делать домашнее задание, и если успею все домашние задания сделать, которые нужно, там очень много материала, и если я успею это сделать, то тогда начну следующий урок, следующее видео смотреть, потому что растягивать это на каждый день, я уверена, что тогда я просто быстрее сольюсь. Почему вот со спортом у меня пока что получается? Потому что вот вчера я такая сидела, у меня в понедельник очень хорошо растяжка получалась, я прям по шпагату хорошо так продвинулась. И вчера я такая сидела, вау, круто, такой эффект классный, хочу позаниматься прям сегодня этим. А сегодня еле-еле сделала, и бывают такие моменты, когда делаешь растяжку, начинается такая слабость и очень сильно тошнит. Я не знаю, с чем это связано. Говорят, что воздух надо свежий, но у меня, в принципе, окошко было открыто. Я всегда с открытым окном занимаюсь. Но вот такое бывает. Такое было у меня уже. Когда я первый месяц занималась, там действительно было очень нехорошо, организм это все переносил. Но и сегодня как-то очень тяжело. Прям сегодня болевой порог у меня был на более низком уровне, то есть мне было намного больнее, чем это было в понедельник. Вот, поэтому вот
Если бы я занималась каждый день тренировками, то я бы, наверное, сдулась уже через неделю. А так как я себя поставила 3 раза в неделю и ни в коем случае это не пропускать, поэтому вот продолжается это у меня уже марафон этот 3-й месяц. Поэтому с этим обучением тоже я, наверное, все-таки сегодня никакие домашние задания делать не буду, хотя они у меня здесь лежат. Все-таки займусь то, что мне нужно делать по вязанию, а именно буду вязать ленивца. И также занималась упаковкой. Хочу завтра сходить на почту, потому что мне там посылочка по бартеру пришла, и нужно отправить девочкам по бартеру игрушечки, которые у меня готовы. И я тут сижу такая красивая в своем джемперочке. После стирки, как вы видите, не выровнялись петельки, но тем не менее кофточка смотрится интересно. Я думаю, что я завтра попробую снять видео, как она на мне смотрится, для того, чтобы оставить это видео себе и вставить потом видео о готовых работах. И сегодня среда, и нужно сделать видео о готовых работах, и нужно сходить на эфир. Как все успеть? Непонятно. Ладненько. Постараюсь показать вам завтра готового ленивца, но не уверена, что успею сегодня слепить ему коготки. Если успею, то покажу. Все, до завтра. Итак, сегодня четверг, да? Да, 6 апреля. Значит, сейчас покажу вам, что я связала. Так, у меня здесь ничего нет. Пойду сейчас на почту, отправлю девочкам по бартеру готовую работу. Так, я ничего не вижу, что я там показываю. Ладно, сегодня включила лампу. У меня есть готовая работа, причем она полностью готова. Это вот такой вот маленький ленивчик. Вот такая бусечка получилась. Намучилась я, конечно, с ручками и ножками, потому что, ну, мне кажется, даже сейчас получилось большевато. Именно пальчики, да, вот эти когтики. Делала из полимерной глины. Сложно такую мелочь сделать из полимерки. Тем более я с полимеркой работаю очень редко, поэтому, конечно, опыта у меня мало в этом плане. Вот, значит, такой малыш получился. Еще не фотографировала его, вот надо будет отфотографировать и отправить девушке, которая меня спрашивала, смогу ли я связать ленивца. Я ей сказала, что не знаю пока, что смогу или нет. Вот так он висит. У него в ручках-ножках проволочный каркас, поэтому, в принципе, его так хорошенько можно обхватить. Да, видите, он даже не поворачивается. Можно, чтобы 2 ручками обхватил, я думаю. Но вот второй ручкой не хочет обхватывать. Ну, не знаю. В общем, там проволочный каркас, поэтому, да, ручки у него функциональны. Ну, и это придает тот эффект, что вообще здесь ручки и ножки достаточно длинные. Вообще у ленивцев они такие длинные. Для меня такая пропорция мне не очень нравится. Как вы знаете, я люблю большая голова, маленькое тело и достаточно компактные ручки и ножки. У ленивцев они такие длинные. И если не делать никаких утяжек, либо не ставить внутрь проволоку, они такие будут болтаться, да. Большие просто руки. И, как знаете, есть эти коты-обнимашки, когда вяжутся длинные-длинные лапы, для того, чтобы можно было там завязать. Некоторые на шторы завязывают, некоторые еще куда-нибудь. Вот, кто-то просто обнимается с такими котиками. Ну, в общем, вот такие вот дела. Значит, такой у меня ленивец получился. Мне нравится результат. Опять же, есть моменты, которые нужно подправить, но, в принципе, я понимаю, что я готова делать таких ленивцев. Почему бы и нет. Так, значит, что у меня следующее? Следующее по плану у меня будет 2 дракона. Я уже вчера практически все детальки для одного дракона связала. Это будет... Сейчас вам покажу. Так, детальки. Значит, это будет вот такой дракоша. То ли сиреневый, то ли фиолетовый. С вот такими яркими крыльями. Ну, вроде это мятный цвет.
опять же, будет по бартеру. Вот. И второй дракоша — это голубой с фиолетовыми крыльями. Тоже почему-то полюбился этот дракон. Достаточно часто именно его просят. Вот, значит, буду заканчивать сегодня дракошу, повяжу детальки для следующего дракончика. Ну и, в принципе, по планам пока что все. Возможно, еще сегодня узнаю, кто там из девочек по бартеру будет следующий. Сейчас я гляну. Я потихоньку отписываюсь, спрашиваю. Значит, раз, два, это я буду делать. И у меня осталось раз, два, три, четыре, 5. 5 девочек, и еще одна девушка пока что отказалась, сказала, что попозже, сейчас что-то там не получается. Ну, у разных людей разные обстоятельства бывают. Вот, значит, в принципе, 5, может быть, раз, два, три, да, 5 игрушек. Итак, свет поставила. И давайте посмотрим, что здесь. Упаковочка. Это просто, чтобы не болталась игрушка. Ух ты! Ай, какая прелесть! Боже, какие муравьи! Это же весенние! Посмотрите, какие классные! Супер! Смотрите, с цветочками! Боже мой, я таких не видела. Я таких раньше не видела. Тут тоже можно так носик сделать? Класс! Прикольно! Супер! Мальчик и девочка, да? Тут с косичками, а тут с бородой. Вышивка. Смотрите, как вышивка. Интересно. Так. Давайте я вас поближе для того, чтобы посмотреть детальки. Я просто смотрю, что там сладости еще, но сладости я для девчонок отдам. Вот, еще мне сладости. Но я держусь и не поддаюсь на слабости к сладостям. Но у меня есть детки, которые любят. Смотрите, как классно сделано, чтобы стояло, да? То есть они стоят. Смотрите, какая вышивка. Как аккуратненько. Супер. Классно. А что это за пряжа, интересно? Вот этот вот цвет очень интересный, он такой меланжевый. Похоже или на джинс, ну, полухлопок, он чувствуется, полухлопок. Класс. Смотрите, как тут классно сделано. То есть заходом. Прикольно. Как продумано детальки. Класс. Супер. Такие прикольные. Я никогда не видела таких. Ну, не встречались мне. Боже, какие они классные. И вот знаете, когда я говорю, что бартер, он тяжело для меня, но я когда получаю эти игрушки от вас, я думаю, ну ты ленивая Жо. Ну почему ты не можешь вот... Ну это же классно меняться. Классно меняться. Но эти мысли все появляются, когда я начинаю вязать игрушки для бартера. А когда я получаю, совсем другие эмоции. Супер. Весенняя моя парочка. Такие прикольные. Целых 2. Класс. Ну скажите, классные, да? Так, Аня не оставила здесь никакой бумажечки. Не оставила никакой бумажечки. Я просто по фамилии же не запоминаю. Но я найду. Ссылочку на Аню обязательно оставлю. Потому что у меня здесь не записано. И по фамилии я не помню профиль. Поэтому я подпишу сейчас на экране, или подписала чуть раньше, ну, сейчас продублирую профиль в Инстаграме, и в инфобоксе обязательно оставлю на Аню ссылочку, для того, чтобы вы могли перейти, посмотреть другие ее игрушки. Прикольные. Класс. Интересно, тут так зафиксировано, а тут падает. Видите, я ему поправляю, а у него отваливается. Или это так должно быть? Девочка типа так, а мальчик так.
Классно. Кстати, вышивка сделана той же ниточкой, что и шапочка. Так, давайте я вернусь еще раз. Смотрите. Вот. Французские узелки. Видно, что расслаивали именно вот эту вот ниточку и вышивали тоненькой. А вот сами стебельки похожи больше на мулине, потому что не такой цвет, как здесь использован. Прикольные. Такие классные. Супер. Мне определенно очень нравятся они. Класс. Такие аккуратненькие. Здесь пряжа распущенная, расчесана, чтобы такая была. Классные. Ладненько. Пойду посмотрю профиль Ани, сделаю репост в Инстаграм. Ну, они классные, вообще не могу, смотрю. Подняли мне сегодня настроение. Спасибо большое, Аня, за такой классный обмен. Они очень прикольные, супер. Подняли настроение, сразу весеннее. Эти тюльпаны. Я цветы живые не очень люблю, потому что они со временем все равно погибают, и их выбрасываешь. А вот такие цветы, которые связаны своими руками, мне очень нравятся. И вышивка цветочная очень нравится. Супер, класс. И продумано, чтобы они стояли. Я вот, кстати, вот первый раз, наверное, так вижу, чтобы делали. Обычно ставят, знаете, пластмассовые вставки для того, чтобы стояла игрушка. А здесь сделана вот такая утяжка для того, чтобы игрушки не заваливались. Круто. Супер. Мне нравится, очень нравится. Спасибо большое, Анюта. Ссылочку на Аню оставлю в инфобоксе. Проходите, смотрите и подписывайтесь, если вам понравятся игрушки. Я думаю, что там еще больше таких прекрасных малышей. Кто-то вдохновится, кто-то, возможно, себе приобретет. Все, до завтра. Итак, ну что ж, пятница. Зафиксирую немножко телефон, а то что-то падает. Значит, у меня одна готовая работа. Вчера вам показывала ленивчика. Вот. Ничего не отвечает мне эта девушка. Ну, если не ответит, то буду просто выставлять ленивца на продажу. И вот такой вот дракоша вчера появился. Фиолетовый, с такими крылышками. Тонировала капельными красками. Смешивала зеленый, холодный и голубой, для того, чтобы получился такой мятный оттенок. Вот такой вот малышок вышел. Так, и я подготовила детальки для следующего дракоши. Это будет голубой дракон с фиолетовыми крыльями. Полностью у меня все детальки готовы. В принципе, я могла бы его вчера собрать, но решила оставить это дело на сегодня. Также я подобрала здесь ниточки для следующих игрушек. Значит, у меня здесь так, дракон. Раз, два, три, четыре. 4 игрушки. И снова я не могу найти одну девушку. Тоже мне не выдает почему-то Инстаграм. То есть, получается, из всего списка, из 20... Сколько там человек? 27 человек. 3 человека я не могу найти. Вернее, одна девушка мне отписалась, чтобы я не искала. Так, значит, Крис Тини Тойс. Не могу найти. Почему-то не выдает мне Инстаграм по поиску. Не в директе, не так по поиску. Нет такого человека, нет такого аккаунта. Поэтому, если Крис Тини Тойс, вы меня слышите, если вы поменяли вдруг название аккаунта, напишите мне. Но если вы не смотрите больше видео и не слышите меня, то значит мне меньше будет работы. Также я вчера начала вязать очередную чайку. В этот раз я буду вязать детскую чайку из Alize Divy. Вот такого фиолетового цвета. Немножко она пока дубовая получается. Вот так выглядит по тому же мастер-классу, только я рассчитываю на детский размер. Никаких образцов не вязала, просто на глаз. Значит,
здесь вот, когда набирала воздушную цепочку, я просто примеряла по своей окружности головы, чтобы просто голова проходила, вот, чтобы не было этого разреза слишком большого. Потом здесь будет небольшая обвязка, но тут я сейчас буду вывязывать плечевые скосы. В принципе, алгоритм буду действовать как в мастер-классе. И дальше я хочу показать вам огромную посылку, которая мне пришла от Олечки, от коллежка Ольги. У нее есть канал «Вяжи, мама Оля», и ссылочку на Инстаграм я ее тоже оставлю. Это уже вторая посылочка от Оли. Первая приходила в начале этого года или в декабре, я, если честно, не помню. Просто Оля как-то мне написала, что хочет сделать подарок. Мы обменялись с ней подарочками. Я ей тоже отправила и игрушечки, и там были рукодельные всякие вкусности. Вот, и сейчас тоже, получается, по бартеру я снова ей отправляла игрушку, и она мне прислала огромную просто посылочку. Сейчас вам буду показывать, по чуть-чуть доставать. И я просто в шоке от того, что она такая огромная. Ну, во-первых, без сладостей, конечно, не обходится. Причем интересно, что крымский десерт, хотя Оля сама с Брестской области. Ручная работа, прикольно. Без сахара. Без сахара. Олечка, это специально для меня, да? Кстати, я вчера попробовала ту шоколадку, и знаете, я такая потом вечером сижу и... помню, что от Анечки пришла посылка с Подольска, и смотрю, чье производство шоколадки, а это Коммунарка. А Коммунарка — это наша белорусская шоколадка, но я такой никогда не ела. Она действительно очень... Почему я ее покушала? Один кусочек съела, потому что это горький шоколад вместе с клюквой. Потрясающее просто сочетание. Кислый, сладкий, вообще супер. И детям понравилось, и, ну, дети больше, конечно, съели. Значит, Олечка прислала мне посылочку. Тут не видно, что она поприсылала, поэтому я буду доставать. Так, ладно. Потихоньку. Чтобы ленивец вязался быстрее. Вы посмотрите на это чудо! У меня первый ленивец, которого я вязала, он был... Я печатала к нему на 3D принтере утенка, и посмотрите, какая прелесть! Пойте, какой хвостик! Шапочка снимается. Какой классный! Спасибо большое! Класс! Нитяное крепление крылышек. Шапуля. Супер! Так, следующая посылочка для большой девочки, то есть для старшей. Там еще сладости. И посмотрите, какая прелесть! Какой классный Мишутка! Класс! Ну как мне вот отдать эту малышку? Посмотрите, какая она бусечка! Классная! В платьице, на пуговках. И нитяное крепление. Алиска будет в восторге. Спасибо огромное. Боже, какая прелесть. Супер. Класс. Спасибо. Для средней дочери сейчас посмотрим, что. Тоже там сладости. Я уже не буду вам показывать сладости. Класс. И это тоже в платьице. Олечка, спасибо большое. Боже, как приятно. Деткам моим. Я сама с такими хочу поиграться. А Мишка, первую Мишку, Оля, когда прислала, она написала, что у каждой девочки должен быть свой плюшевый Мишка. И вот ее Мишка у меня на полочке сидит вместе с зайчиком большим. И вот сейчас будет у моих малышек тоже Мишутки, которых можно одевать и раздевать. Супер! Ну и, конечно, для младшенькой моей тоже Мишка. Класс. Платье. Супер просто, потрясающе. Такие малыши классные. Посмотрите, какая прелесть. Вот они. Так, утенок. Смотрите, какие они классные. Все, девочки будут сегодня просто в восторге. Мало того, что сладости им для радости, так еще и такие классные мишутки.
Супер. Спасибо большое. Но это еще не все. Так, следующая упаковочка для меня. Сейчас покажу вам потрясающую игрушечку. Так, давайте я все-таки сделаю вот так. Я теперь поняла, откуда сладости крымские, и здесь магнитик, Крым. Очень интересно переливается, отсвечивает лампа. И Оля просто ездила недавно в Крым, и она оттуда привезла мне вот такие вот сувениры. Супер просто. Я один раз была в Крыму с мамой, отдыхали давным-давным-давно. Это, наверное, моя была вторая поездка за границу, так скажем. Ну, Россию я не считаю за границей, а вот один раз я ездила в Польшу и один раз ездила в Украину, в Крым, когда это была Украина. Вот, ну, сейчас, ладно. Спасибо большое, очень приятно. Супер. Просто супер воспоминания. Здесь и здесь мы были. Только вот Крымский мост, его тогда не было. Здесь мы не были, а вот в этих двух местах мы с мамой были. Я помню, как мы ездили, все это смотрели. Было очень интересно. И открыточка. Я, пожалуй, покажу тут пожелания. Вот здесь вот лес около Бреста. Интересно. Значит, Инстаграм Bears and Friends. Я, конечно же, в инфобоксе оставлю вам ссылочку. И давайте посмотрим, кто мне приехал в коллекцию. Так, мне приехал еще вместе с этой малышкой фото-реквизит. Сейчас покажу вам. Так, посмотрите, какая малышка. Супер. Это в компанию к мальчику. У меня теперь столько медведей. Спасибо большое, Олечка. Спасибо, так приятно. Классная малышка. Боже мой, у нее даже панталоны, посмотрите, какие смешные. Какие классные панталоны, носочки. Очаровательная малышка. И с ней вот такие вот красивые, просто невероятно красивые шишки. Я таких шишек, прям вот таких, они как искусственные, потому что они настолько ровные. Я таких не видела до этого. Очень красивые. Надо все-таки в Брест как-нибудь попутешествовать. Я просто в восторге, сколько игрушечек. Олечка, спасибо тебе огромное. Действительно солнечное, прям солнечное настроение. Так, утенок с шапочкой. Это мои мишутки, мишутки для моих малышек. Спасибо огромное тебе спасибо, Олечка. Игрушки просто невероятные. Спасибо за сладости, спасибо большое за такое внимание. Я надеюсь, что мои малыши тебе принесут удачу, и у тебя тоже будет творческое вдохновение. Сколько у тебя, по-моему, 3 малыша моих уже есть. Вот пускай они тебе приносят только счастье, только радость и только позитив. Так, значит, я тут сижу, мне уже болят щеки от улыбок. Пойду занесу девчонкам, поставлю на их рабочие столы, чтобы они, когда придут со школы и садиков, они обрадовались, что такие потрясающие у них есть подарочки. Я думаю, что я уверена на 100%, что они будут в восторге, потому что, помните, я делала как-то игрушку на Новый год, мишку белого вместе с елочкой. Мы с дочкой делали, то есть дочка делала старшая елочку, а я вязала мишку. Мишка был с красным шарфиком, и вы представляете, его так и не вернули, эту поделку. Очень обидно, конечно, и дочка до сих пор спрашивает, но я так понимаю, что они просто ее раздербанили, и нету больше этой поделки. А дочка очень хотела с тем мишкой поиграться, чтобы он у нее был, и это так замечательно.
замечательно, что вот сейчас у нее, пускай не тот белый мишка будет, а вот этот вот Мишутка. Вот, и у нас, получается, собралась целая семья. У меня есть Мишка-мальчик, то есть папа, Мишка-мама, это я, 3 Мишутки дочки, ну и это, и просто утенок в компанию. Вот, действительно, все семейство собралось. Огромное-огромное спасибо. Спасибо, Анечка, спасибо, Олечка, за ваше внимание, за ваши замечательные работы. Творите, у вас очень красивые работы, очень классные, достойные, поэтому не останавливайтесь, все будет хорошо, творите. И еще я хотела еще раз вам сказать про инфобокс. Пожалуйста, проходите, во-первых, подписаться на девочек, на Аню и Олю, и я и в этом видео оставлю ссылочку на Ирину, для того, чтобы вы все-таки подписались, для того, чтобы вы подписались и у вас повышалась самооценка, потому что все мы, когда вяжем, на каком бы этапе рукоделия мы не были, своего опыта, да, все равно нам кажется, что это никому не надо. Ну, не знаю, я просто по себе говорю, потому что у меня бывает довольно-таки часто, я просто смотрю на свои работы и думаю, ну, кому это вообще нужно, для кого это нужно, кто это будет покупать и вообще зачем это покупают. И вот для того, чтобы этих мыслей не было, я советую вам смотреть вот эти эфиры Ирины. Мне они очень помогают, поднимают самооценку. Я понимаю, что да, я творю не вещь первой необходимости, но от творчества люди никогда не будут отказываться. Творчество было всегда, и творчество необходимо, а мы с вами именно творчеством занимаемся и дарим людям счастье. Спасибо большое вам за внимание. Огромное спасибо хотела сказать за то, что вы в последнее время как-то очень активно под разными видео оставляете свою обратную связь. Я прям была удивлена, потому что несколько дней прям приходило очень много комментариев и благодарности, вопросы, и просто какие-то комментарии вашей истории. Мне это очень интересно. Огромное-огромное вам, девочки, спасибо, потому что, еще раз повторюсь, сейчас для меня YouTube это только для общения. Если здесь не будет общения, если я не смогу здесь с вами поддерживать связь, то и дальше видео я снимать, скорее всего, не буду, потому что это занимает много времени. Как видите, на этой неделе у меня выходит только этот влог, но не успела я. Слишком много себе запланировала и не успела смонтировать видео о готовых работах, поэтому на следующей неделе я постараюсь его все-таки смонтировать и выгрузить. Ну а этот влог вы уже посмотрите на выходных. Спасибо еще раз большое за внимание, за ваши комментарии. Ставьте, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь, не забывайте, ставьте колокольчик, если не хотите пропускать новые видео. И увидимся с вами очень скоро. До новых встреч и пока-пока!